Спидран под ТикТок, герой МДХ. Всем привет, с вами Арсум. Сегодня я постараюсь вкратце рассказать о каждом герое первого сезона в игре Dragon Heir Silent Gods версии Rebirth. Это видео больше предназначено для новичков, потому что для опытных оно мало полезно. Думаю, это и так понятно из названия и превью. В основном речь будет идти о легендарных героях, разумеется, затронем еще фиолетовых, рарных. Почему о легендарных в основном? Потому что людям стоит понимать, что они получили, плохо это, важно ли это и нужно ли это заливать свитками или их души, например, закидывать куда-то в артефакты. Мнение о каждом из героев сформировано из опыта за 2 года игры на старой версии. Китай-версию игры я не играл раньше. Многих героев перебалансили, каждого я посмотрел и изучил на стриме. Но на деле все примерно осталось так же на самом деле. И это к тому, что могу где-то ошибаться и не увидеть очевидные на самом деле вещи. Поэтому поправьте меня, если я буду неправ. Ладно, все это, я думаю, и так понятно. Давайте перейдем к сути. Начнем с героев дикости. На них, кстати, я сделал отдельный гайд, у меня есть он на канале, можете его посмотреть. Единственное, что я бы хотел добавить, это то, что артефакт, который я советовал, мол, кольцо Алого Чародея должно лучше смотреться, пламенный язык идеально заходит на героя Каспара. Но все равно мы коротко рассмотрим каждого. Я скажу, кого качать, кого не надо. Эрич очень нужный герой, всегда желательно его иметь в пачке, потому что у него очень потрясающая пассивка, которая увеличивает урон всей команды. Флора — это эксклюзивный герой, наносит тонны урона, желательно получить 2 таких флоры, чтобы дублем достать ей в первую очередь артефакт. Дамажит она от атаки и просвещенности. Ульта ее все, поверьте, дамажит просто нереально много. Топ-1 урон на КБ, на Малинусе, на Вортексе, да как угодно называйте. Фелисити тоже один из самых нужных героев в связке дикости, потому что она своей ультой может раскалывать броню, а также очень сильно триггерит дикость. И много раз это может сделать. Поэтому для Флоры это просто сказка. Вот эти первые 3 очень сильно бустят нашу Флору, поэтому это одна из самых золотых команд вообще в игре. Фелисити делаем в раскол, используя артефакт Рука Ведьмы. Поэтому даем ей точность. Криты на самом деле не обязательно, потому что, как правило, мы скорее всего будем использовать тайминги, а это получается по сути бесполезно для нее. Ну и что раньше она заполнит ульту, это ничего вам не даст толком. Рхаш. Самый бесполезный, наверное, герой из всех, что вот есть в игре. Качать его не рекомендую, он не очень хороший и при этом немножечко боговный. Но это не суть. В общем, качать не рекомендую. Если и качать, то шанс крита и атаку. Стандартный ДД. Каспар. Стандартный ДД, крит шанс, атака. И при этом наносит урон топ-2 из всех героев дикости. Вот ему как раз-таки пламенный язык, артефакт подойдет очень-очень и очень хорошо. Поэтому, да, Каспар очень желателен, если у вас нету флоры. Если у вас есть команда Эрич, Фелисити и Каспар, поверьте, много урона вы точно все равно сможете нанести. На КБ даже порой бывает так. Связка Эрич, Флора, Фелисити, Каспар. И ставят какого-нибудь очень сильного саппорта. Таким образом, на КБ вы просто будете миллиарды урона даже наносить. Эпические герои. Алфи похоронен. Поле хороший герой, но недостаточно может выдавать хороший соло-урон. Тональнан. Топовый эпический герой, нереально много урона. Советую качать, она очень проста, если у вас нету хороших героев, которые могут наносить урон. Ее урон примерно сравним с Эричем, может даже чуточку лучше. Обычный стандартный ДД, качаем ее в криты, атаку, в общем все по возможности. Караман. Это аренный герой, не стоит его брать больше никуда. Там он чувствует себя хорошо за счет боевого навыка, потому что он шотает цели и прыгает на другую. Недоти, Бронвин, просто хорошие ДД, ну, вряд ли вы будете их качать на самом деле, когда у вас есть такое. Обо всех других подробностях касательно дикости можно посмотреть у меня гайд на канале. Заморозка. Хвитар. О, наверное, по ней будет очень много вопросов. Смотрите, Хвитар — это больше дамагер по области. На соло-цель у нее очень плохой урон. Ее передамаживают даже другие легендарки и даже эпики. Поэтому Хвитар хороша только до тех пор, пока вам нужно по массе бить. То есть это на каких-то там гоблинах, феях, арене. Вот там Хвитар хороша. Там она действительно себя чувствует замечательно. А на каких-то боссах почти бесполезно вообще. Стандартный ДД, ничего такого особенного в ней нету. Крит шанс, атака, крит урон. Лассения. Лассения является у нас как бы раскольщиком. Поэтому даем ей руку ведьмы, это обязательно, качаем ее в точность. Она особенно тем, что настакивает очень много заморозки и вот этих вот снежинок мороза. В общем, это очень нужный герой. Вот именно как раз-таки она и раскрывает всю заморозку. Поэтому Лассения — это очень хороший герой, если выпал. Ну, в целом повезло, да. Аустр является дамагером. Причем средним, я бы даже сказал, тоже больше по области, часто его можно даже увидеть на какой-нибудь арене, потому что он быстро ультует и так далее. В общем, стандартный ДД, качаем крит шанс, крит урон, атака. Ничего особенного в нем нету, просто это делаем. И да, кстати, скорость атаки ему реально пригодится.
Хахадир. Если вы старый игрок, вы сразу увидите, давай, скипай. Нет, на самом деле не так. Его переработали, он стал действительно хорошим. В особенности вы только посмотрите, сколько у него дамажит ульта. Это дважды по 500%, чтобы вы понимали, это очень дохрена на самом деле. И при этом еще маленький откат. Короче, Хахадир тоже очень хороший. В основном вся заморозка берется куда-нибудь на гоблинах или на массовые цели, или на арену. В целом все то же самое, как Хвитар. В других местах чувствует себя слабовато. Но может похвастаться на каких-нибудь массовых целях, типа финальный босс первого сезона, да, там еще может себя проявить. На финальном боссе второго сезона тоже может проявить. В общем, про них забывать не стоит. В них есть определенный смысл, в основном как раз-таки именно на массовых целях. Давайте перейдем дальше к эпическим героям. Даркурас хороший в PvP в качестве урона, потому что у него очень быстро откатывается ульта. Короче, ну просто стандартный ДД, ничего особенного на самом деле нету. Видимир тоже хороший у нас ДД. В основном, как и говорится, на массовой цели, на гоблинах просто шикарен. На финальных боссах, где нужен массовый урон, тоже шикарен. В общем, все то же самое. Единственное, что, имейте в виду, он ультой снимает заморозку. Равена. Хороший урон за счет игнора брони на пассивке. Поэтому просто имейте в виду, что это хороший действительно герой. Рава. Рава это младший брат Лассени. Не по лору, конечно, а по смыслу. В общем, это стакер заморозки. Если у вас нету Лассени, берите Раву. Поверьте, в каждой пачке должен быть кто-нибудь, кто будет стакать. Имеет смысл его делать, разумеется, в раскол. Механика одна и та же. Лассени, Рава, даже, не знаю, по действиям скиллов почти все одинаково. Олган, ну, честно, можете забыть, он такой себе герой. Это тоже как бы стакер, но только в ближнем бою, а смысла на самом деле нету. Уша. Вот эту рарку я очень рекомендую. Урона просто нереально много, но если у цели очень мало защиты. В таком случае она действительно нанесет просто нереально много урона. Почему? Потому что всем героям порезали ульту. Допустим, помните, Хахадир смотрели? У него где-то 1000 урона с ульты, да? А у Уши на самом деле это 1600. То есть она дважды наносит по 400% урона, а если есть заморозка, этот навык наносит вдвое больше урона врагам. Сами понимаете, какие-то 1000 урона от атаки и 1600. Это же дохрена. Но сколько, кстати, я не потестил на официальном, урона у нее много, конечно, прям не будет, но зато она действительно вносит и передамаживает многих героев. Урза, Куилд, Зетас, вот же, вот про них можно в целом забыть, но в самом худшем случае, варианте, я бы, наверное, тоже особо их не брал. Может быть, Зета, может быть, Зетас и, не знаю, Уилд в качестве стакера. Они могут что-то такое интересное показать, но все равно я бы их не стал всех качать. Так, думаю, по поводу заморозки мы все поняли. Всех героев, абсолютно, кроме Лассени и Равы, качаем крит шанс, атаку и все. А Лассению и Раву мы делаем обязательно в точность. Неустрашимость. О, вот сейчас вот разойдемся, конечно. Ивелиус — самый главный дамагер, если у вас нету эксклюзивки на стены. Поверьте, у него очень много урона, в особенности, если есть кто будет его раскрывать. Дамажит он за счет пассивки. Про ульту забудьте нахрен. Боевой навык бустит всю команду. Поверьте, это классный герой. Если он у вас будет, это будет просто замечательно. Гаррет. Гаррета, кстати, чуть-чуть перебалансили. Теперь он ультой наносит 100% криты. То есть его делают сейчас крит урон. И в течение 10 секунд он дает достаточно большое количество урона. Тем не менее, он не становится лучше, чем какие-то другие герои. В общем, его в основном так же, как и Судху, они примерно одинаковое количество урона наносили. Да? И их делают в раскол. Почему? Потому что у них 5 ударов, то есть дают руку ведьмы, и они наносят кучу урона. Настенка. Это у нас эксклюзивный герой. Основной, разумеется, дамагер, топ-1 по урону, в особенности со своим артефактом и так далее. Чувствует себя великолепно. Да, блять! Чувствует себя великолепно везде. Если выпал, вам повезло. Это очень хороший герой. Тривол мой любимый герой. Он до сих пор остается очень хорошим. Его делаем в скорость атаки обязательно. Шанс крита, атаку. Тривол это очень хороший дамагер. И иногда его используют в качестве раскола в идеальной пачке. Поэтому он достаточно хороший. Ничего не могу сказать против него. Давайте ему много скорости атаки. Поверьте, лишнее не будет. Это имеет смысл. И обязательно шансы крита. Чем больше, тем лучше. Но, конечно, максимум до 100. Сутка. Сутка очень легко качается за счет своих пассивных, скажем так, навыков на скиллах. Там не нужно много шансов крита. Она и так достаточно хороша. Является героем, таким же, как и Гаррет, для раскрытия потенциала Ивелиуса. В том числе и Тривол. Тривол лучше всех раскрывает пассивку Велиуса и Настены. Поэтому Гаррет, Тривол, Сутха, они как раз таки этим и занимаются. Раскрывают особенности этих героев. Поэтому Сутка это просто как бы дамагер. В крайнем случае, разумеется, мы делаем его раскольщика, как и Гаррета, там, Тривола и все такое. Много атак на ульте, потрясающий урон, рекомендую. Неплохой герой. Небесный Аскет, честно, мало могу что сказать, потому что я на нем не играл еще, у меня его нету. Мы его смотрели, в целом не кажется каким-то крутым героем. Я бы, наверное, все-таки предпочел всех других легендарок, чем его. Но при этом могу сказать просто окей. Что-то между средним и высоким. Эпический герой. Шагрол. Это, конечно, хороший герой.
Тоже можно его, кстати, делать в разлом. И за счет своей, получается, ауры на скорость атаки очень сильно бустит вообще всех героев неустрашимых. Для неустрашимых это очень важно. В крайнем случае можно использовать, конечно, Гаррета, если у вас это есть. Там криты тоже очень хорошо, но и скорость атаки это не так уж и плохо. Поверьте, это где-то по урону почти одинаково. Но в зависимости от того, какая у вас команда. Шагроу, Билайк, все отлично, все хорошо. Не такой уж и бесполезный. В основном он нужен как раз-таки ради раскола, много урона, а с него ты не достанешь вообще. Так что не подумай. Шалтарь. Вот это да. Вот здесь ты много урона действительно сможешь набрать. Это действительно хороший герой. Дамажит он от просвещенности, то есть мастерства и атаки. Таким образом, когда вы используете ульту, он начинает наносить просто нереальное количество урона, поэтому да, обязательно, чтобы он сначала ультовал, а потом все остальные ходили. Поверьте, Шалтар один из немногих героев, вообще, который вносит на КБ нереальное количество урона, настолько, что он дамажит почти как Таривол. При этом он легко передамажит Гаррета и Судху. Так что это сильный герой. Не стоит о нем забывать. Ванни, теперь это эпический герой вместо Рарки. Она хороша тем, что может своей ультой вешать увеличение скорости атаки. Это то, что нужно, и то, что доктор прописал вообще всем, получается, героям неустрашимых. Также бафает себя на атаку и доносит дополнительный урон, то есть это дальше триггерит, короче, всю эту дикость. В общем, не то чтобы плохо, но ее ставят в качестве затычки в крайнем случае, в особенности, если нету Велиуса. Она сильно бустит вообще скорость атаки, это очень хороший герой, но используется в крайних случаях, как я сказал. Турнус, забудьте нахрен, не надо, он как был мертвым, так и остался. Вот его, как и Шагрола, делают также в разлом, в основном ради этого как раз таки и берут, ничего особенного в нем нету, просто очень-очень много ударов у него на ульте. И также, короче, у него есть аура, которая просто ради раскола берется. Но в случае, если у вас вообще нету никаких легендарных героев неустрашимости, Нимбус может наносить урон. Так, Эмираль говно, забудь, Таурицен тоже говно, Альтаир, я даже не помню этого Таурицена. В общем, Игнаций, Хаук, единственные дамагеры, которых вот стоит рассматривать, но, конечно же, они не смогут передамажить эпиков. Если только Турнуса. В общем, это хорошие рарки, использовались раньше, в крайнем случае, когда нужно было составлять какие-то пачки, которые будут наносить на боссах урон. Подведем итог. Неустрашимость — это потрясающий соло-урон, действительно хороший, много урона с них можно достать, конечно же. Очень сильно. Все герои зависят от скорости атаки. Чем у вас больше скорости атаки у всей команды, тем лучше. Основными дамагерами, как я сказал, являются Настена, Эвелиус, Таривол тоже может дамажить хорошо, Шалтар. Все остальное, это, грубо говоря, либо раскольчики, либо персонажи, которые будут бустить скорость атаку, или бустить их особенности тех дамагеров, которые я сказал. Ну, кроме Таривола. Там Таривола почти никто не бустит, кроме Вани, можно сказать. В общем, классные персонажи, рекомендую очень к игре. Они будут актуальны еще где-то как минимум 3 сезона. Сбор теперь одна из самых худших школ в игре. Я не знаю, честно, куда им там место можно присмотреть, где они будут хороши. Но это серьезно так ударило вообще по составляющей. Филта и Телендор, они были по урону примерно равны, если только Филта немного передамаживал Телендора. А теперь Телендор настолько плох, что он не может передамажить Филта даже со своим эксклюзивным артефактом. Поэтому давайте коротко их рассмотрим, я бы не стал зацикливаться. Смотрите, Хуберг, говорят, что он дамажит и нужнее, лучше, чем вообще вот эти Филта и Телендор. В общем, Хуберга реально стоит где-то найти. В основном задача сбора дамажить как-то по АОЕ или спидранить какие-то места. Лорентиль является ключевым героем сбора за счет своей ульты. Он откатывает навыки сбору очень-очень-очень-очень быстро. Поэтому он еще является и заливчиком, бафером. Короче, Лорентиль ключевой герой. Обязательно его имейте в составе. Если нет Лорентиля, ну, я бы сказал, что пора плакать, потому что без него сбор практически вообще не играется. Можете взять какие-нибудь другие затычки, но лично я считаю, что это не особо будет хорошо. Алтона сильно переделали, его делают раскольщиком каким-нибудь, но при этом, честно, я не вижу ничего такого серьезного. Это как и был герой, который можно, допустим, раскалывать, но основная суть у него была как раз-таки именно вот в пассивке. То есть, когда союзник при сборе использует эффект сбора для активации абсолютного навыка, за каждое повторение эффекта сбора союзник получает одно повторение пылкости на 10 секунд. То есть, увеличивает весь наносимый урон, грубо говоря, на 24%. Это, конечно, много, но не то чтобы, конечно, до хрена. Поэтому, если вы будете собирать какую-то пачку, например, там на КБ, вот вы псих, вы собираете туда эту пачку, Филда, Лорентиль, Алтон. Это будет нормально. Если вы собираете эту пачку на гоблинов, тогда Хуберг, Алтон, Лорентиль, вот тогда еще окей. Телендора тоже можно на самом деле брать. У него очень хороший триггер на массовые цели за счет ульты. Хегио, один из самых хороших героев эпических у сбора, имеет смысл брать. Разумеется, все это делаем на атаку, крит шансы, все такое и так далее. Просто хороший герой. Мартина.
И ее делаем в крит урон. И стараемся как можно чаще бустить ей сбор, потому что урона до хрена именно с ульты, но она не передамажит, наверное, Хегио в общей сложности. Я ее раньше часто использовал, она мне была нужна, у нее приятная пассивка, скажем так, на ульте, если у вас там 2 стака сбора, она 100% критует. Это сильный урон, на самом деле, с нее можно выжить, очень сильный. Татлин является, грубо говоря, вторым раскольщиком сбора, то есть даем руку ведьмы, и тогда, короче, кидаем, и все здорово. Минус его в чем? И плюс одновременно, это то, что на боевом навыке он ускоряет готовность абсолютного навыка, тем самым может сбить вам нахрен тайминги. А если у вас нету таймингов, то, поверьте, сбор не прям так сильно уж будет классным. То есть делаем его в основном ради точности. И то у него только 3 удара, а желательно иметь хотя бы 4 или 5, поэтому раскол не всегда будет удачным. Алвис является младшим братом Лорентилем, но все равно он достаточно плохой. Я бы на самом деле не рекомендовал его качать, только в крайнем случае, если нету Лорентиля. И то, если у вас очень мало героев сбора на столе. Не сказал бы даже, что даже в таком случае я бы его стал использовать. В общем, честно, лучше забыть о нем. Кейлс, я бы на ней на самом деле все-таки поставил крест, потому что ничего такого в ней нету. Хоть и является хорошим вроде бы дамагером, но вряд ли вы будете сборы использовать без легендарных героев. Ну, в крайнем случае, конечно, можете прокачать. В особенности у нее хорошая пассивка, она может массово дамажить автоатакой. Гитуна, ее перебалансили, честно, я очень повеселился, это реально что-то с чем-то. Она в самом начале боя берет и прыгает на противника. Это минус, на самом деле это минус. То есть, если у вас стоит впереди танк, и ее поставить в самые дальние ряды, то мобы прокают, короче, именно на нее, и она просто их сагривает всех на себя. И в итоге она умирает нафиг. Поэтому не берем никуда, забудьте о ней, она как была бесполезной, так и осталась, но зато стала забавной за счет своей пассивки. Велби в прошлом был один из самых охренеть каких дамажных героев, но теперь стал плохим, потому что он не может быть теперь пулеметом. Чтобы вы понимали, он ультовал каждые, не знаю, там 3-5 секунд, и это было очень жестко. Теперь так вот не повеселиться, поэтому можно даже отчасти и забыть. Но среди рарок это является единственным дамагером, все остальные просто бесполезны. Подведем итоги. Сбор является самой слабой школой на данный момент. Хороша она на самом деле будет только на каких-то спидранах, каких-нибудь местах. Много урона вы можете, конечно, получить, а в особенности за счет Филта и Телендора. Это ключевые дамагеры. Да, еще и Хубер, конечно же. В остальном я бы не стал, короче, их раскрывать. Вообще у Света всегда будут очень плохие дамагеры, потому что их цель основная это все-таки массовый урон. Качаем вообще всех. Шанс крита, вот эту вот всю атаку и так далее. А касательно, получается, Алтона и Татлина, их вот делаем в раскол. Если только как-то так. Думаю, все понятно, так что ничего особенного в них нету. Призыв перебалансили очень вкусно, очень хорошо. Я как раз сейчас на них играю, много чего могу рассказать. Лильванис, разумеется, топ-1 дамагер, в особенности, если у вас есть ее артефакт. Она очень хороша. И, кстати, ее особенность в том, что когда она наберет 20 стаков, она становится нежитью. Это важно, потому что дальше вы поймете почему. Разумеется, крутой дамагер берем обязательно, если она у вас выпала. Ирзилиас это как раз таки бафер, вот та самая особенность, о которой я вам говорил. Ультой он, получается, увеличивает силу атаки всем, а всей призывной нежити увеличивает урон на 30%. То есть это будет работать на нашу Лильванис, когда она превратится в дракона. Да, это будет работать, поэтому это очень желательно. Лильванис является призывным героем, скажем так, на столе, и является нежитью. Поэтому все бусты, что будут направлены на нежить, будет работать и на нее. Эрзилис является бафером, частенько вы можете увидеть, как ему ставят руку ведьмы. Это, конечно, не прям чтобы ошибка, но у призыва почти нету героев, которые делают много атак. А если у вас есть Лильванис как раз-таки со своим артефактом, то она сможет пробивать защиту. И тогда рука ведьмы не чтобы прямо актуально было. В общем, Эрзилис просто является бафером, и также он бустит пассивкой как раз-таки ей стаки. Премца является дамагером. Даем ей веер, это такой мифический артефакт, он как раз таки увеличивает ей просвещенность. От просвещенности атаки она очень хорошо дамажит. Но регулярно раньше ее делали в шанс крита и крит урон. То есть вроде бы да, берем этот артефакт, но все равно стараемся ей давать именно вот это вот получается стат шанса крита. Потому что основной урон всегда был именно от критов. Но также можно рассмотреть версию через просвещенность и атаку. Является, наверное, топ-2 дамагером, хотя здесь есть еще как бы Ладелия. И забыл сказать по поводу Премцы. У нее есть боевой навык, с помощью которого она кидает различные привидения. Привидения, они являются призывными существами, и кастует она их достаточно часто, и таким образом Лильванис очень сильно бустится за счет Премца. Поэтому имеет смысл быть, она очень сильно и быстро заливает нашу Лильванис, и при этом еще наносит урон. Ладелия. Честно, если у вас есть все герои
легендарные, то Ладелию брать смысла нету. Это бывший Шарлак. Ладелия очень плохо наносит урон, сколько мы не тестили. Реально это слабовато получается. Поэтому я бы, наверное, не рекомендовал ее брать, если у вас нету всех этих легендарных героев. В крайнем случае, можно ее увидеть где-то на арене. Там она, на самом деле, себя чувствовала замечательно. Вроде бы здорово, как бы Ладелия и Синтрелли, вроде бы они вместе комбинируют, но на самом деле не сказал бы, чтобы что-то хорошо. Делаем ее в шанс крита и атаку. Синтрелли, вот это нужный герой на самом деле, потому что она, во-первых, бустит Лильванис. Если у вас нету Лильванис, тогда, конечно, ставим Ладелию, и тогда она будет очень сильно бустить ту самую Ладелию, про которую я говорю, что не стоит брать. Пассивкой Синтрелли увеличивает атаку всем призывным существам на 10% от своей атаки. Ну, при этом есть ограничения. Само собой, это и бустит нашу Лильванис. Поэтому Синтрелли обязательно для буста Лильванис. Более того, самое приятное еще ее в том, что у нее боевой навык вешает проклятие Банши на 5 секунд. Увеличит урон, получаемый от призывных бойцов нежити, на 20%. Если у вас чисто случайно есть вдохновение хотя бы единичка, оно увеличивает этот дебаф на 10 секунд. Это очень сильно, поэтому ей нужно как минимум одно вдохновение. И если если повезет, то 5, то очень сильно будет бустить как раз таки вашу Лильванис. В основном, это, если нету Лильванис, то да, Ладелию можно использовать, таким образом будет буститься. Ульта как раз таки позволяет клонировать ульту Ладелии, и тем самым будет больше урона. Касательно легендарок, наверное, все. Синтрелью делаем только в атаку. Только в атаку. И желательно, если у вас есть орган, давайте ей орган. Это такой мифический артефакт. Криты я бы не советовал ее делать, ей толком-то дамажить нечем. Поэтому она является как бы саппортом для призывных героев. Садок. Садок является хорошим дамагером. Слава богу, ему баг пофиксили. Или наоборот, к сожалению. Но это уже сейчас не важно. Его делают как раз таки в дамагера. В крайнем случае его делают в раскольщика. Почему? Потому что у него на ульте есть 3 удара. 3 удара, и это, конечно, здорово. Таким образом он может использовать руку ведьмы в качестве раскола. Зетирин является тоже хорошим дамагером. Его делаем, разумеется, в криты. Он призывает там моба, и он очень хорошо дамажит. Раньше он дамажил с ульты очень много урона. Теперь он так делать не может. Сейчас он может просто бафать на атаку, усиление защиты, что на самом деле просто бред. Но самое приятное, конечно же, вот это. То, что он с боевого навыка дамажит. Да и сама тень автоатаками дамажит очень много. Джойс тоже как бы является дамагером, он как бы сам себя клонирует, но, если честно, он выглядит слабее, чем он до этого. Вот повышает свою готовность абсолютно навыка на 10% за каждого призванного бойца. И чё, раньше он просто хотя бы клонировал бафы, и это было здорово. А теперь, ну, не особо. Но зато боевым навыком, когда он кастует, то клоны тоже кастуют. Что здорово, очень здорово на самом деле. Он своеобразный, но не сказал бы, что прям нужный. Васка, извините, но стоит забыть, бедный талисман, наверное, обидится на это. Единственная его особенность тем, что он умеет хилиться с с пассивки. Таким образом, дает себе большую выживаемость. Прикол в том, что он может призывать моба, но моба может призывать и садок, если что. Не сказал бы, что он нужный, короче, я бы забыл о нем. Корт можно забыть полностью. Тиох является аналогом Лильванис, потому что Лильванис и Тиох, они убивают всех мобов, призванных на карте. Имейте это, кстати, в виду. Так что ничего такого крутого сделать и поучиться не должно на самом деле. Тиох является, наверное, самым бюджетным дамагером, но нужно очень много бустить его как раз-таки пассивку. Илиуя, ну, тоже можно забыть, это как бы бафер и бустер призыва. Подведем итог. Призыв действительно стал хорошим. Думаю, до момента выхода Героев Теней, то есть до 3-го сезона, они действительно являются актуальными. Также их можно назвать универсальными как для массовых целей, так и для соло-урона. В начале сезона наносят достаточно много урона, а потом урон со временем будет у них падать по мере развития, потому что предпочтение по урону будет уходить другим школам. Призыв стал неплохим, я очень рад за разработчиков, то что они апнули, это был один из самых ужасных вообще школ в игре. Перейдем к яду. Лотер. Никто особо сразу не понял, как его раскрывать, но на самом деле он действительно крайне хороший за счет того, что он дамажит от пассивки, а не от других вот навыков. Потому что за счет пассивки идет невероятный урон. Его делают в атаку и просвещенность, потому что чем больше стаков яда на цели, тем больше будут дамажить скиллы. Ну, скиллы, допустим, там условно 1000 урона, да, а пассивка наносит гораздо больше урона. За каждый стак. В общем, если хотите раскрывать Лотера, обязательно делайте ему просвещенность и атаку. Именно вам нужно бустить пассивку. Обязательно. Этот герой является основным и ключевым дамагером вообще всего яда. И без него вы будете дамажить в разы меньше. Нету Лотера, нету урона, я бы даже так сказал. Яталея, честно, мы ее тестили, но непонятно, как там вообще все это должно и правильно работать, во что ее качать, либо в просвещенности и атаку, либо в просвещенности и атаку, честно, не могу сказать что точно, скорее всего, про этого героя можно забыть, поэтому реально забудьте. Викана.
Викана как раз-таки была перебалансирована, и сказали это, что у нее хороший урон. Честно, не тестил, не могу сказать. Вроде бы да, вроде бы ее перебалансили хорошо. Вроде бы она наносит урон, поэтому не могу сказать честно, во что ее качать. Я не искал информацию, тут уже облажался. Имеется в виду ее в шанс крита и атаку или в просвещенность и атаку. Потому что она наносит дополнительный урон с ульты, а это имеет смысл. Дуранго является лучшим стакером яда, поэтому без него, конечно, можно играть. Дуранго заменим. Не подумайте, что если его нету, что все плохо. Потому что он это делает за счет как раз-таки своей пассивки. Чем чаще он атакует, тем больше стаков яда он накидывает. И это относится вообще ко всем скиллам. Но ему надо, как я сказал, критовать. Чаще атакует, чаще критует и так далее. Качать его нужно обязательно до 100% шанса крита и нужное количество точности. Это прям важно для него. Во всем остальном можно искать какие-нибудь откаты. И еще можно его делать, кстати, раскольщиком. Это тоже имеет какой-то смысл. Тут, думаю, все понятно. Twitch. Twitch — это младший, наверное, брат Дуранго. Он тоже является стакером яда, причем хороший. Вместе они тоже могут творить настоящую грязь. И это действительно хорошо. Поэтому его качаем в просвещенность, атаку. Таким образом мы будем разгонять наши яды. Хорос является дамагером у ядов. Но при этом я бы не сказал, что там очень много что-то получается. Дамажит он как бы хорошо со скиллов, да, здорово, отлично. При этом активирует ядовитый взрыв. Это, если честно, бесполезная штука. Ну да, дополнительный урон приятный, но ничего такого серьезного. Хорош тем, что у него на пассивке имеется шанс крита. То есть его можно как-то бюджетно разогнать и повысить статы больше в крит урон. Он хорошо критует, поэтому да, обязательно криты ему делайте. Элли является тоже дамагером, как раз таки, причем хорошим. Минус в том, что он делает это по прямой. Ничего особенного такого, короче, нету. Просто увеличивает себе скорость атаки, доносит дополнительный урон, если на цели есть яды. Ну, просвещенность я не думаю, что вы будете скачать. Короче, качайте его именно в криты. Корин, говорят, и без него яды играют достаточно хорошо, но, честно, я не особо представляю. Хорош тем, что он ультой обновляет все стаки яда. Раньше делали 180... ускорение навыков примерно, или 175, и таким образом стаки яда были на цели бесконечные. Но сейчас, благодаря талантам, где-то здесь, да, он увеличивает срок действия яда, поэтому не обязательно его именно делать в такое огромное количество КД. В общем, яда сейчас прям вот очень легко стакать стало. Шинк, честно, забудьте, но при этом в самом крайнем случае можно использовать, потому что хорошо накладывает стаки яда за счет своей как раз-таки ульты и боевого навыка, но, честно, это все равно остается плохо. Ларари, забудьте. Денч, хороший стакер яда, просто хороший. Витак, Натира, забудьте вовсе. Про Денчи, кстати, хотел сказать тем, что он кажется, что может накладывать разлом, но он этого делать не может. Ни в коем случае не делайте его в разлом. Это будет ошибкой. Делаем его в просвещенность и атаку. Так, по поводу ядов все. Честно, не могу сказать, насколько они хороши или плохи, потому что я действительно мало их тестил. Это, конечно, хорошая школа. Раньше была как минимум отличная. Можно на них было далеко уйти по урону. Но из-за того, что чуть-чуть порезали, чуть-чуть перебалансили, я бы не сказал, что они восхитительные. В общем, не так уж и плохо. Если бы я делал какой-то топ, то, скорее всего, по урону я бы их поставил на 4-е, что ли, место, да? Если бы я составлял топ, то поставил бы их, наверное, на 4-е место по урону. Ничего сверхъестественного, скажем так, в них прям нету. Хоть и кажется довольно-таки интересной школой. Поддержка. Блять, вот сейчас разойдемся на самом деле. Потому что их тут так много, это писец. Походу, я буду еще дальше записывать целый час. Давайте буду очень быстр и очень краток. Кто стоит внимания, а кто нет. Гарика — это больше аренный герой, иногда подходит для убийства некоторых боссов, у которых есть бафы и кому нужно таким образом контролировать откат способностей. Очень хороший герой, но прям вот для остальных случаев, наверное, бы не рекомендовал. Иногда может вам помочь для прохождения фей. Крисос — это эксклюзивный герой, скрытая эксклюзивка, редко очень падает, если выпал, очень сильно повезло. Это танк, это штраф атаки, это щиты, это лечение, универсальный как бы во всем, но не скажу, что хорошего во всех этих аспектах. Очень рекомендую, если он выпал, вам очень сильно повезло. Хульдарк хорош тем, что уменьшает откаты способности целям и контролирует их. И в качестве дамагера я бы особо не стал запариваться, но лучше бы я бы его сделал как раз таки именно в контроллер. Также имеется штраф атаки, что очень хорошо. Джорн, на самом деле такой 50 на 50 герой, его вроде бы и можно применять, а вроде бы и нет. Стоит его просто, наверное, оставить до тех времен, пока не увидите на него хороший гайд. В основном его задача это как раз таки скидывать бафы с противника, уменьшать откаты навыков цели. Очень хорош, кстати, в PvP, рекомендую, там такие интересные вещи можно делать с ним, прям грязь настоящую. Эргандер. С одной стороны, самый лучший танк, но с другой стороны и самый худший. Почему? Потому что тебе его нужно бустить в точность
и нужно его бустить, разумеется, в жир, то есть ОЗ и защиту. Тушку лучше, например, на ОЗ или защиту, а перчатку лучше на противоположную часть. И да, точность, когда ты ему бустишь, ты не бустишь ему, получается, выживаемость. Хорош тем, что у него на пассивке есть штраф атаки, можете почти бесконечно вешать на всех противников в бою, кто его атакует. Минус его в том, что он боевым навыком уменьшает готовность абсолютного навыка на 25%. Почему это минус? Да потому что на автобое это очень сильно решает, у вас просто тайминги будут забиваться, в этом плохо. На ульте дает себе бессмертие, кидает еще агр и наносит на самом деле неплохо так урона, если вы его хорошо забустите. В общем, Эргандер легко заменимый танк в ПВЕ, а в ПВП является настоящим монстром. Поверьте, он реально там дико хорош. Талвер, забудьте. Агок — это очень хороший саппорт, который может кидать штраф атаки с боевого навыка, чистить дебафы с пассивки, а с ульты давать бессмертие. И еще хорошо так хилить. В общем, делайте его, разумеется, в атаку, просвещенность, и желательно, конечно, точность по возможности в крайнем случае. И в сочетании с Зефи, мы до нее еще дойдем, можно делать анкил пак. Не знаю, он сейчас актуальный или нет. Рейта. Поверьте, если вам выпал, будете визжать в общем, это очень хороший герой за счет как раз-таки своей пассивки, снижения, получается, урона цели, ульты, которая тоже очень хорошо работает, ну и, разумеется, боевого навыка. Делаем ее в точность и как раз-таки в жир. Поверьте, в будущем она будет раскрывать некоторые аспекты просто невероятно мощно. Рейта — это очень хороший герой, она позволит многие места пройти, в особенности данжи. В ПВП я бы не сказал, что хорошо себя чувствует. Гришнер, наверное, стоит забыть, хороший только в ПВП. Вроде бы как танк, но вроде бы танкует, но при этом как-то сомнительно. Тамар, это герой арены, больше никуда я, наверное, бы не взял, в крайнем случае только на фей. За счет своей ульты делаем ее в ускорении навыков, там она будет себя чувствовать замечательно. Бенфрей, забудьте. Зефи, хороший герой, именно сочетание с Агоком могут настоящую грязь творить. Хороший саппорт, имеет смысл заливать свитками, как и Агока. Обязательно Агока, кстати, заливайте свитками. Гиллиан, самый как бы сильный хиллер, но не сказал бы, что самый нужный. Выживаемости она дает достаточно много, но не сказал бы, что в будущем ее очень часто будут использоваться в паках. Если у вас нету саппортов, но есть Гиллиан, да, то, конечно же, да, используйте. Только на случай, если у вас нету каких-нибудь других героев света. Ацилия. Это танк-хиллер, причем очень хороший. Она действительно это делает просто невероятно здорово. Ей очень рекомендуется ставить артефакт Рок. Качаем ее в ОЗ и просвещенность. Чем больше просвещенности, тем больше хила у нее будет. Имейте в виду. Также она очистит дебафы, что просто невероятно здорово. Митрасия. О, это эксклюзивный герой. Я на ней очень давно играю. Она хороша как раз-таки своей пассивкой. То, что она дает возможность выжить кому-то. У нее есть откат, слава богу. И это здорово. На самом деле, очень часто пассивка ее работает. Боевым навыком она хилит. Причем нормально еще вешает стаки на хил. Что здорово на самом деле. С ульты она позволяет воскрешать всех союзников. А если они, получается, живы, то она дает им невосприимчивость к ослаблениям, невидимость. Это те, кто дальнего героя. Также, если ваша цель с этим бафом умирает, она тут же ее ресает. Если у вас чисто случайно есть вдохновение, то вот как раз-таки вдохновение ей дико сильно нужны, в особенности первое. Увеличивать дальность действия боевого навыка до всего поля. А поверьте, это просто невероятно здорово. Вы можете ее ставить в угол карты, и она там будет просто невероятно сильной. Митрасия не является самым нужным саппортом, наверное, в игре. Она просто хороша. На финальных боссах она реально здорово вам зайдет. А вот в ПВЕ, в каких-нибудь сложных таких вот местах, я бы прям, наверное, посоветовал. В особенности Митрасия плюс Эргандер. Там можно творить настоящую грязь в качестве бесконечного бессмертия. В общем, это хороший герой, если она вам выпала. Но для прохождения многих мест она не является. Поэтому не стоит думать, что это прям невероятное что-то. Потому что вот вроде бы она хороша, а на КБ она плоха. Я бы даже сказал, очень плоха. Я много на ней играл, уж поверьте мне, это не что-то прям с чем-то. Хоть и кажется невероятно сильной. Данелла. Наверное, я бы сказал, лучше забыть. На арене, конечно, она себя нормально чувствует, а в остальном, ну, так себе. В общем, на массовых целях она будет нормально себя чувствовать. Цагамир. Это очень интересный герой за счет именно своей пассивки, а не то, что у него есть. Он в основном хорош именно в ПВП за счет своей морковки. Это отдельная история, я позже вам в других видео об этом расскажу. Поверьте, пассивка у него просто божественная. В остальном я бы, наверное, не стал его куда-то брать. Хорош тем, что у него есть штраф атаки. Почему это хорошо? Потому что у героев света не так много героев, которые могут кидать штраф атаки. Да, это, к сожалению, так. И Урион стал более-менее окей. Да, вроде бы танк хороший. Он очень себя сильно бустит в плане выживаемости. Еще может штраф атаки кидать, рассеивать щиты. Вроде бы здорово. С ульты он кидает особенный баф, который мало у кого есть. Это поглощает часть получаемого урона. Но при этом он уменьшает по себе входящий урон. Это просто здорово. В общем, бустит выживаемость, но так себе, конечно. Я бы все равно особо его не стал использовать.
но его перебалансили очень хорошо, поэтому имеет смысл, если у вас совсем все плохо с саппортами. И да, он хорошо танкует. Саппорт плюс танк — это хорошее сочетание. Поэтому не все так плохо. Виньяра лучший персонаж для прохождения многих данжей. Почему? Потому что, как правило, у противника откат ульты где-то 18 секунд, а бустить всю пачку под этот откат, да, вот это очень сложно. Виньяра своей ультой творит настоящую грязь. Она снимает откат способностей босса на 100%. Это не значит, что вы, получается, откатите и боссу со 100% до нуля, да, полностью, типа, полоску собьете. Нет, он просто вот эта вот полоска, которая идет от скилла до скилла, вот она ее полностью сбросит. И при этом еще накладывает штраф атаки и заморозку на 3 секунды. Но это бред, если честно, она только тайминги будет сбивать. В этом она как раз таки хороша, более чем, потому что, когда вы ее качаете в атаку и ОЗ, она еще хорошие, получается, щиты накладывает. Действительно большие щиты на 2 цели. Усиление еще защиты кидает, что здорово. Пассивка, ну, просто кидает заморозку цели и все, ничего такого прям. Просто иммунитет контроля себе получает на какое-то количество времени. Люсьен — это PvP-герой, в остальном можно его забыть. Очень хороший в PvP, очень хороший. Филосия является одним из самых лучших саппортов как раз-таки Мороза, потому что у них нету никого, кто мог бы хорошо защищать всех. Филосия настолько хороша, что ее способности чем-то сравнимы со штрафом атаки. И при этом она еще накладывает щиты. Примерно то же самое, что и любой штраф атаки. И к ней нужно ставить героев поближе, чтобы она боевым навыком всех усиляла. И еще она кидает антиконтроль, что очень здорово. Это классный саппорт, и если она выпала вам очень повезло. Эльсебра, я бы назвал, наверное, больше PvP героем, но на феях она тоже на самом деле может пригодиться. Иногда может пригодиться на иномирье, но не стал бы на это как бы упираться. В общем, Эльсебра — это эксклюзивный герой. Без нее жить, конечно же, можно. Ничего такого сверхъестественного в ней нету. Кроме как, разумеется, PvP. В PvP монстр. Наверное, один из самых опасных персонажей в PvP. Стоит бояться, когда вы ее видите. В особенности, если у нее есть очень много откатов навыков. Альфанарсий. Брат, я не знаю, кто такой этот Альфанарсий, но звучит так, будто он либо древний пророк из ТикТок, либо батя всех кринж-мемов. Такое чувство, он родился в аду контента. Альфанарсия китайцы не взлюбили, потому что считают, что он достаточно слабый. Танкует он урон хорошо. Альфанарсий больше похож на Уриона. Просто он может вешать щиты, большие щиты действительно, и хорошо выживает в самой гуще противников. Но ничего сверхъестественного как бы все равно нету. Утиор, честно, пока забудьте, если вы его не умеете использовать, лучше даже не думать о нем. Он используется очень крайне редко. Но если используется, то метко. Торин, конечно же, у омертвления очень мало хилов, и Торин это все поправляет. Действительно хороший хил, хилит постепенно, что очень здорово, и еще бустит того, кто стоит как раз таки перед ним, очень пассивкой и очень сильно бустит танка. Хороший герой. Без него, конечно, жить можно, но у омертвления не так много хилов, поэтому, да, берите, если он есть, в качестве хила он вам пригодится. Репекас — это хороший герой, действительно хороший герой тем, что вы можете просто нереально много накидывать всяких дебафов, и при этом еще можете откатывать способности. Репекас хороший танк, делаем его в точность, в ОЗ, он очень пригодится. Но все равно он остается ситуативным. Не везде он на самом деле хорош. Замену ему найти действительно можно. Беренгар является эксклюзивным героем. Для старичков будет для многих удивление, что это хил? Да, это теперь еще и хил. Не скажу, что хороший, просто чуть-чуть хилит, немножечко совсем. Его особенность является тем, что он кидает инверсию лечения. То есть 100% лечения, которое накидывает себе, получается, противник, получается в урон. Если цель умеет хилиться, поверьте, он просто нереально много нанесет урона, но урон ограничен его здоровьем. Однако он здоровье себе очень сильно может повышать. Обязательно его качаем в макс ОЗ, чем больше, тем лучше. И при этом он будет у вас еще и танковать. Помимо всего этого, разумеется, еще качаем точность, чтобы накладывать вот эти дебафы. Штраф скорости перезарядки — это тоже вам не хухры-мухры. В общем, Беренгар был хороший, особенный, конечно, герой. Но жалко, что нету штраф атаки, тогда бы он был невероятно крутым. Гуленде, если выпал, это вам повезло. Он универсален вообще везде. Почему? Потому что, во-первых, он может хилить. Не думайте, что много, на самом деле это чуть-чуть. Я пробовал его на финальных боссах тестировать и скажу, что очень сильно хорош. Тем не менее, накладывает штраф атаки, наносит много урона и снимает, получается, дебафы. Это невероятно круто, это здорово. Вторым навыком, получается, боевым, он оглушение кидает на 3 секунды, плюс еще похищает готовность навыка. Это просто нереально сильно в PvP, как и, собственно, ульта, потому что ультой он сможет еще навесить очарование. И уменьшить лечение, и точность штрафа. Короче, это за счет пассивки он реально творит настоящую грязь своими скиллами. Гуленде хороший. В качестве полноценного саппорта я бы его не рассматривал, именно как хила. А в остальном, да, в остальном он действительно очень хороший. Универсален абсолютно везде. Если выпал, это очень хорошо. Правда, очень хорошо.
Так, эпические герои. Давайте здесь буду быстрее все делать, чем до этого. И так очень видео сильно затянул. Хорус. Просто нереально сильный, жирный танк в игре. Один из самых жирных. Хорош тем, что с ульты дает контроль. Себя бустит на выживаемость очень сильно. Качаем его в ОЗ, защиту и, разумеется, в точность. Желательно очень точно. Броди нахрен не нужен, только если вам не нужно рассеивать щиты. В остальном он нахрен не нужен, забудьте. Дейн — это интересный герой, очень особенный, потому что от него ждут каких-то там приколюх с дебафов и все такое. Может немного наносить урон, но в основном ради дебафов берется. Не скажу, что классный, просто окей, наверное. Изольда очень много щитов вешает, хорошо танкует, на безрыбье нормальный танк, просто нормальный. С ульты вешает штраф атаки, что очень-очень-очень здорово. Поэтому вроде бы классный, но чего-то ей на самом деле в жизни не хватает. Адольфус, вот Адольфус это классный герой. Это очень хороший саппорт. Если он вам выпал, поверьте, у огня их не так много. И он как раз таки будет спасать жопы вам постоянно. У него много щитов, а если есть щиты, он еще и много хилит. Поэтому в сочетании Изольда и Адольфус можно добиться чего-то экстраординарного. В общем, Адольфус, если выпал, отлично. Не забудьте его обязательно в свитках качать. Лика, она достается, если я правильно помню, с фей. Но я бы на самом деле ее не качал бы, только в случае, если где-то вам не хватает хила. И вам нужен саппорт, который будет держать только танка. Потому что ее особенность именно в боевом навыке, то что она хилит очень много и дает еще баф защиты. А ультой, получается, она запрет усиления кидает и рассеивает один навык. Не сказал бы, что нужный, короче, не надо. Эчес особенный герой, потому что изредка только используется, в крайнем случае, поэтому лучше пока забудьте, если не знаете, куда ее брать. Фрубат лучший, наверное, танк в игре, как по мне. Почему? Потому что он много хилит, хорошо танкует и кидает штраф атаки, и еще может иногда дебафы скидывать. Но это редко. В общем, Фрубатина лучший, наверное, танк, как по мне, в игре. Имеет смысл на него обратить внимание. Если выпал Фрубат, обязательно качайте ему свитками скиллы. Это просто что-то с чем-то. Сифрис, кажется, что классная, но лучше не надо, поэтому в крайнем случае можно где-нибудь на PvP ее использовать. Вроде бы хилит сильно, но она сама себя убивает, в этом плохо. Гаррет, забудьте. Гарен, плохой хил, прям плохой, не думайте, что он что-то с чем-то. Я сколько не пытался его раскрыть, он все равно остается действительно слабым. Викук имеет особенность тем, что на ульте он может сбрасывать 2 дебафа, и за каждый дебаф может нормально хилить. Не скажу, что сильно, просто, ниже, средний, наверное, может даже чуть ниже среднего. С боевого навыка он умеет накладывать штраф к атаке и еще штраф к точности. Во что его качать? Конечно же, в точность, в остальном уже он от таймингов будет зависеть. Теодор — это больше PvP герой. А в остальном можно в целом забыть, иногда может пригодиться на феях или каких-нибудь местах, где у противника есть контроль. И если ваш контроль будет воздействовать. Лидия хороша только тем, что она с ульты может накладывать невосприимчивость к контролю. В основном это просто жирная тетка танк. Иола очень хороший герой, есть смысл ее качать, ее сильно недооценивали. Она с ульты накладывает штраф атаки, еще можно ее сделать в разлом, что очень здорово. PvP очень хороша, она накладывает сайленс, это очень сильно, еще может станы накладывать. Короче, хороша. Нагук, извините, но лучше пока забыть, хорош только в некоторых аспектах, плохо танкует урон, и самый прикол в том, что он классно вешает станы. Нагук плюс кое-какой сет, который вешает станы, это отличная комбинация для контроля, он почти не будет выпускать массово всех противников. И Хуикатель, особенный герой тем, что вроде бы саппорт, вроде бы и хилить может, вроде бы и щиты вешает, да, но все равно это такое себе. Поэтому ее используют только тогда, когда надо рассеивать щиты, в остальном лучше пока забыть. Натаниэль, очень хороший саппорт, просто потрясающий. За счет, получается, пассивки он хорошо хилит соло-цель, которые далеко находятся от него. Здесь проблема в том, что на боевом навыке имеет радиус, он кидает длительное восстановление, снимает дебафы. При этом он с ульты наносит урон, и чем больше, получается, противников он задел ультой, тем больше будут щиты. А также накладывает баф усиление защиты первого уровня. Поверьте, это хороший саппорт, а у Молнии их не так уж и много, особенности хилеров. Поэтому Натан очень хороший. Шук нужен только для того, чтобы снимать, получается, щиты с противника. Если он это делает, он еще накладывает дополнительные дебафы, еще уменьшает откат навыков с помощью боевого навыка. Только в местах, где нужно сбрасывать щиты, в остальном не нужен. Гариус. Это, наверное, тот самый спор, где что лучше, Фрубат или Гариус. И люди сказали бы Гариус. Гариус лучший, наверное, танк в игре, как по моему мнению, после Фрубата. Но они абсолютно разные, вы не подумайте. Фрубат хорош тем, что он штраф атаки кидает, и тем самым еще бустит выживаемость, и еще хилит сильно. А Гариус хилит один раз, очень сильно, при этом очень сильно танкует. Его, как и Фрубата, надо делать в защиту, но его делать только надо в защиту, за счет чего он
очень сильно хилит. А в сочетании с артефактом, который конвертирует лишний хил в щиты, он становится настоящим монстром и обеспечивает невероятную выживаемость для всей команды. Чтобы вы понимали, у меня был опыт, где я с помощью Гариуса разгонял щиты по 200 тысяч для каждого члена пати. И это до хрена. Да, это возможно было. Те, кто хочет поспорить, давайте спорьте. Найду как-нибудь скрин, вам закину обязательно. Камари, забудьте. Кловис, наверное, бюджетный штраф атаки на ульте, плюс еще откатывает навык. Очень хорош в иномирье, но нужен определенный откат все-таки способностей. Он не является плацебой. Короче, Кловис нужен только в том случае, если тебе нужно откатывать боссу навыки и при этом накладывать штраф атаки. В этом он хорош. В качестве танка слабоват на самом деле. Кэтрин. Кэтрин нужна именно ради ульты, и потому что она может накладывать невосприимчивость к ослаблениям. Это ее основная задача. Хилит она чуть выше среднего или просто средняя. В общем, сверхъестественного у нее ничего такого нету. Качаем ВЗ и просвещенность. Дулинг забудьте. Гум забудьте. Савелиус забудьте. Литандр в ПВП хорош. Гардрус хорош в ПВП, в остальном не очень. Долбам хороший в ПВП тем, что он просто является тушкой неубиваемой за счет своей пассивки. За счет ульты тоже интересную вещь может делать. В остальном вот этих всех героев реально можете забыть. Вориш потрясающий герой, очень хороший. За счет того, что он умеет хилить, получается, от своей атаки. Его обязательно в атаку качаем. И точность. Точность сейчас скажу зачем. Он, во-первых, может снимать усиление. Усиление снятия зависит от точности. И еще он с ульты может, получается, вешать запрет усиления. Это вам обязательно пригодится. Действует по всей карте. Его можно делать разломщиком. Его часто делают разломщиком. Поэтому да, это очень хороший герой. И стоит обязательно вкачать им навыки. Элвис, я не помню, его переработали или нет. Вроде бы остался все тем же. Вроде бы танк хороший, но ульда их не так много, поэтому стоит его использовать в крайнем случае на боссов иномирья. Квеста это больше аренный герой. Хороша тем, что она прыгает с боевого навыка, и с ульты она, получается, крадет готовность. И по соло-цели очень много урона она наносит. Поэтому, если у вас нету дамагеров, ее можно сделать в качестве дамагера. Это не так уж и плохо будет. Тия это особенный герой тем, что она может накладывать невосприимчивость к ослаблениям. И ее откаты просто невероятно короткие. ПВП она хороша, на иномире хороша, на финальных боссах хороша. Хилит она немного, да, она умеет хилить. В основном она хилит от атаки, чем от просвещенности. Хилит она только героев дальнего боя. И если она кастует этот навык на милишника, тогда она, конечно, похилит. Но ее основная суть — это как раз-таки еще пассивка, которая позволяет накладывать невидимость на своих союзников и уменьшать урон. Может порой творить настоящую грязь. Тия очень хороший герой в ПВП и в некоторых местах. Короче, она особенная. Лучше знать, куда ее использовать заранее, чем просто ее тыкать во все места подряд. Жарлот очень хороший герой, если выпал, это очень хорошо, потому что он, может хилить, может контролировать, то есть большой потенциал для, получается, ПВП. Штраф к скорости перезарядки на 5 секунд, то есть будет еще замедлять босса. И более того, чем больше противников будет, тем больше он будет хилить с ульты и еще накладывать страх, ну то есть контроль. В общем, это хороший хиллер, качаем обязательно его именно в атаку и точность. Ирма это тоже особенный герой. Не так много танков получается у омертвления, но она может вам помочь в определенных местах, где вам нужен будет именно танк омертвления. Пассивка, конечно, хорошая, но я бы о ней еще не думал. Здесь боевым навыком она улучшает себе выживаемость, кастует очень часто, почти бесконечно, можно сказать, вот это восстановление при ударе. Восстановление при ударе зависит от защиты, если что. С ульты самое прикольное то, что она накладывает невосприимчивость контроля и уменьшение урона на 30% на 10 секунд, что очень мощно. Это очень сильно. Но минус в том, что это она улучшает тем, кто находится в зоне действия. Поэтому имеет смысл ее ставить с какими-то милишниками. Эстелла один из лучших хиллеров именно омертвления. Все, что она делает, это только хилит и больше ничего. Хилит, если что, очень сильно. Реально сильно. Ее когда-то перебалансили, она стала сильной. И она работает по тому же принципу, что и Торин. Поэтому она танков будет стараться вытягивать по выживаемости. Гладрос, наверное, один из самых лучших щитовиков в игре, потому что он зависит от атаки и накладывает действительно большие щиты. И еще при этом он накладывает невосприимчивость к ослаблениям, пока действует щит. Если щит спадает, это не будет работать. Более того, когда союзник щитом оказывается под воздействием любого эффекта контроля, рассеивает щит союзника и дает ему невосприимчивость к этому эффекту контроля. То есть он дает антиконтроль на один раз, дает невосприимчивость к наложению дебафов, и при этом еще большие щиты. Большие щиты разгоняются еще дополнительно с его боевого навыка, где он крадет атаку у противника. Временно, разумеется, крадет. Чем больше атаки, тем больше щитов. Минус Гладроса в том, что он очень ватный. Дверик — это тоже особенный дебафер. За счет как раз-таки его пассивки он снимает бафы с цели. С боевого навыка он кладет штраф точности.
И с ульты он на самом деле очень много урона наносит. Это кажется, что вроде стандартные статы, но реально он очень прилично наносит урон. Делаем его в основном в точность, но если у вас нету дамагера, то делаем его в дамагера. Для соло-цели урон достаточно хороший. У омертвления с этим большие проблемы на самом деле, если у вас нету каких-то таких хороших героев. Так, Рарок, наверное, я только очень быстро пройдусь. Джиджель — это интересный герой за счет того, что он уменьшает, получается, ну, запрет лечения уменьшает откат способности. И все, больше ни для чего особо не нужен. Сигрид, не знаю, почему ее не сделали мифическим героем. Это очень сильный герой, Сигрид. За счет своей пассивки, чем больше противники чаще умирают, тем, разумеется, увеличивает готовность навыка. Ульта у нее кидает запрет лечения, штраф атаки, наносит кучу урона. В ПВП невероятно сильная, на гоблинов невероятно сильная. В общем, Сигрид должна быть легендарным героем, и ее до сих пор не могут апнуть. В общем, обязательно ее качаем свитками, поверьте, это что-то с чем-то. Хиксандра — один из лучших хиллеров на самом деле в игре, в особенности того, что она бюджетная. Хилит она в основном от ОЗ цели, да, и она может немного хилить от своей атаки просвещенности и рассеивать еще дебаф. Но самое приятное — это именно ее пассивка. При лечении союзников, уменьшить которых 40% ОЗ, объем лечения увеличится на 30%. То есть это действует на ульту тоже. В общем, она хилит достаточно сильно, поверьте. Уж если бы я выбирал между Гарретом, это эпический хил, который мы выше видели, и Хиксандрой, я бы, наверное, предпочел именно Хиксандру. Аутин забудьте, летали с хорошей своей пассивкой, что он бесконечно накладывает штраф к атаке первого уровня, и за счет ульты кидает много дебафов. Хорошо сочетается с Сигрид. Энна как бы саппорт, но при этом ее в качестве полноценного хила нельзя рассматривать. Ее основная задача — это скидывать один дебаф и давать, короче, баф длительного восстановления. В остальном она не очень хороша, поэтому она в качестве хила полноценного никогда не пойдет. В 4-м сезоне очень сильно отличилась, там она была очень шикарной. Ирина неплохой персонаж. Почему? Потому что она с ульты накладывает штраф к атаке и снимает один дебаф. Это стоит тоже понимать. Поэтому она хорошая. Еще она, когда использует навыки, накладывает щиты, то бустит немного выживаемости. Гровер нужна только в одних определенных местах. Ей нужно сделать так, чтобы она крала усиление с цели. В этом она действительно хороша. Еще готовность навыка забирает, ну и невидимость. То есть только если нужно снимать дебафы. В остальном плохо. Сильно отличался Гровер в моменте, когда били вампира. Дора забудьте, Физл в целом тоже забудьте, Герана. Вот этих всех пока героев забываем. Куарион. Вот здесь стоит остановиться, потому что его сильно недооценили. Но ему очень легко найти альтернативу, сами понимаете, все-таки Рарка. В общем, сильно лечит, очень сильно лечит. Накладывает щиты, длительное восстановление, это на соло-цель. Но самое приятное — это все-таки ульта. КД у нее очень маленький, хилит от ТЗ, делает это почти как Хиксандра, только еще может усиление защиты накинуть. Поверьте, это очень сильный хил, он того стоит. И я бы, наверное, с Хиксандрой поставил их на одно и то же место. Берег забудьте, Дайн, Фарбит, Гектор, Рефи, Гусни, Гулал. Вот всех этих забыть, кроме Гулала, потому что у Мороза не так много героев, которые накладывают штраф к атаке. И он это умеет делать. Он хорош только именно этим. В остальном так себе герой, но может чуть-чуть урон наносить, совершенно чуть-чуть. Ничего такого, короче, особенного нету. Лорис, я его использовал в качестве танка, потому что он накладывает штраф к атаке. В иномире может пригодиться, но в остальном так себе на самом деле. Меган, вот это особенный герой за счет своего боевого навыка, ульты и пассивки. Если на вас есть штраф защиты, с ульты она его снимет без проблем. А также лечит еще и повышает готовность навыка. Хороша вообще везде. Классный герой, рекомендую для прокачки. Бустит хорошо на самом деле выживаемость и, ну, окей, так хилит. Эдри — это, получается, у нас герой, который умеет накладывать ослабления, типа штрафа точности, но в основном ее берут, чтобы понижать скорость противника. Готовность абсолютно навыка на 10%, то есть она 3 раза бьет и на 30% понижает. Также накладывает скорость перезарядки на 10 секунд. Это очень сильно, поверьте, это действительно хорошая такая тема. Она очень сильно замедляет боссов. В этом она действительно хороша, это ее основная задача. Фиц в первом сезоне используется, потом уже особо нет. Почему? Потому что он с ульты снимает со всех дебафов, точнее он не снимает, а впитывает их в себя. Все эти дебафы дает в себя и, грубо говоря, себя и хилит за каждый дебаф, который он перенаправил сам в себя. Случайным образом рассеивается усиление героя, это все, конечно, здорово. Каждое ослабление героя уменьшает получаемый им урон. Причем урон сильно понижается, поверьте. В общем, хороший танк и клинсер, я бы его так назвал. То есть тот, кто снимает дебафы. Луар почти никогда не использовалась, но говорят, что ее перебалансили, честно, не особо заметил. Поэтому я бы, наверное, не стоил внимания на нее уделять. Эдгар хорош тем, что он накладывает нереальные огромные щиты. Я мог это делать даже по 50 тысяч, и выживаемость у него вроде бы окей.
он является танком. И самая особенность его в том, что если у героя есть щит, получаемый урон уменьшается на 20%. Что и делает его как раз-таки танком. И то, что все скиллы дают ему щит, то есть он почти бесконечно находится вот под всем этим. Еще усиление защиты на себя вешает. Ну, красавчик. Делал я его в ОЗ, но это не обязательно нужно, можно и в защиту делать. Что ж, на этом, пожалуй, все. Если видео оказалось полезным, не забудьте влепить свой лайк, это даст плюс 10 к удаче на крутках Гелиолита. Комментарий даст плюс 20, а подписка целых 50. А завод моего промокода аж целых плюс 100. Ну, тут лучше на самом деле смотреть мое отдельное видео на эту тему, там действительно важно. Там не все так просто, как кажется. Все нужные ссылки будут внизу в описании к ролику, в особенности на мой ТГ-чат, а также есть канал с уведомлениями о новых видео и Twitch-стримов. Не забываем еще, разумеется, читать комментарии, там регулярно пишут что-то полезное. А на этом у меня все, увидимся в следующем ролике или на стриме. Пока! Подписку нажми и лайк замути, и Арсум будет всегда с тобой. Над видосом поржи, с мемов орни, взгляни на мир с другой стороны. Подписка и лайк, комментик любой, Арсум ждет тебя, друг мой родной.